Привет, друзья! Неделя начинается с событий, которые могут повлиять не только на ход переговоров, но и на баланс интересов между странами. Уже через несколько дней Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Встреча, о которой говорят месяцами, наконец состоится. И от ее результатов зависит, получит ли Украина новые оборонные системы и средства дальнего действия. Переговоры готовятся в обстановке максимальной концентрации. В Соединенных Штатах Америки уже работают украинские дипломаты и военные представители, а Белый дом называет эту встречу моментом, когда решения станут действиями, но это только начало. В Брюсселе Европейский Союз завершает подготовку новой оборонной карты, способной полностью изменить подход к защите Европы. Германия готовит крупнейший контракт на обновление оборонной техники, а Польша выступает против решения Евросоюза о приеме мигрантов. Тем временем во Франции срочно собирается Совет Безопасности. У берегов Британии зафиксировано движение российского подводного судна, а Китай корректирует позиции на сырьевых рынках, увеличивая закупки серебра. Новости сегодня показывают, как мир меняется, и скорость этих изменений просто поражает. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за каждым новым поворотом, ведь сегодня я разберу, что стоит за всеми этими шагами и почему Европа и Соединенные Штаты Америки действуют именно сейчас. Итак, Соединенные Штаты Америки и Украина готовятся к новой ключевой встрече, и ее результаты могут повлиять на расстановку интересов. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запланировали личные переговоры на 17 октября в Вашингтоне. Зеленский уже объявил, что прибудет в США 16 октября вместе с премьер-министром и ключевыми членами своей делегации. На повестке дня вопросы обороны, стратегической поддержки и укрепления безопасности. Особое внимание будет уделено обсуждению систем дальнего действия, которые Соединенные Штаты Америки ранее готовы были рассмотреть для передачи, но требовали ясности по назначению и ответственности. Американский лидер подтвердил встречу, отметив, что сейчас время решений. Уже в Соединенных Штатах Америки находится украинская делегация, как я сказал. Помимо главы президента, в поездке также участвуют первые лица правительства, оборонщики и дипломаты. Они будут вести те переговоры с Конгрессом и оборонными фирмами. Эта встреча не просто дипломатический шаг, это сигнал миру. Украина стремится к новым гарантиям безопасности, а Соединенные Штаты к укреплению партнерства во всем регионе. Сейчас вопрос не в том, состоится ли она, это уже решено. Вопрос в том, какие результаты она принесет. И это только начало. Европейский Союз готовит новую дорожную карту обороны, которая кардинально изменит защиту всей Европы от внешних угроз. Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что одним из ключевых пунктов станет усиление систем противодействия беспилотникам, которые все чаще нарушают границы стран-членов. Каллас подчеркнула, цитата, «Сейчас Европа сталкивается с всплеском гибридных атак, и каждый дрон или самолет, пересекающий воздушное пространство Евросоюза, несет риск эскалации». По ее словам, Европейский Союз должен превратить экономическую мощь в силу военного сдерживания. Новая карта будет координироваться с НАТО и направлена на развитие возможностей в областях, где защита наиболее уязвима. Усиление мониторинга, расширение оборонных технологий и совместные оперативные подходы – все это станет частью той стратегии. Карта будет официально представлена уже на этой неделе. Ее задача – показать миру, Европа готова отвечать на угрозы не только словами, но и конкретными действиями. А дальше еще интереснее. Германия объявила о крупнейшей закупке бронетехники за последние годы. По данным агентства Reuters, правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем одобрило контракт почти на 7 миллиардов евро. Сделка предусматривает поставку более 600 бронемашин «Боксер» и 150 боевых машин «Пума». Производителями выступают компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, ведущие игроки немецкой оборонной промышленности. По словам представителя Министерства обороны Германии, новая техника станет основой для обновленной структуры сухопутных войск и позволит укрепить оборонные возможности страны в рамках новой европейской стратегии безопасности. Контракт также предусматривает участие партнеров из Нидерландов и Чехии, что указывает на создание совместной платформы для вооруженных сил Европейского Союза. Эксперты отмечают, что Берлин делает ставку на собственное производство и уменьшение зависимости от внешних поставщиков. Такой шаг Мерца называют символом новой военной эпохи, когда Германия вновь становится центром оборонной мощи Европы.
Тем временем разворачивается новая интрига. Польша готовит жесткий отказ от приема мигрантов из других стран. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет участвовать в механизмах перераспределения мигрантов по решению Европейского Союза, о котором я вам вчера рассказывал. По его словам, Польша уже приняла значительное число людей, прибывших из соседней страны, и теперь подверглась чрезмерной нагрузке. Он настаивает, в принуждении принимать новых мигрантов несправедливо к тем, кто уже находится в стране. Правительство Польши добивается исключения из Европейского пакта о миграции и убежище по части обязательного приема мигрантов. Туск называет свои действия защитой национального суверенитета. В парламенте и среди общественных деятелей уже начались споры. Противники решения считают, что такой отказ подорвет европейскую солидарность и приведет к штрафам. Сторонники же уверены, Польша не может быть вынуждена делиться бременем с теми, кто уже пострадал. Сейчас ключевой вопрос, примет ли Европа позицию Варшавы или будет настаивать на перераспределении мигрантов как на обязательном элементе. В ближайшие дни ожидается реакция Брюсселя и решение, которое станет серьезным испытанием для отношений между Польшей и Европейским Союзом. На этом сюрпризы не заканчиваются. Франция и весь Североатлантический альянс НАТО оказались в состоянии повышенной боевой готовности. У берегов Британии было замечено российское подводное судно, что вызвало мгновенную реакцию штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Военные источники сообщают, что подлодка была обнаружена с помощью системы морского наблюдения Франции и сопровождалась фрегатом до выхода из зоны экономических вод. Ситуация произошла в период проведения крупных учений Альянса под названием «Стойкий полдень», где участвуют самолеты и корабли из более чем 10 стран. Париж заявил, что ситуация вызывает обеспокоенность и запросил официальные разъяснения, а представители НАТО подчеркнули необходимость предотвращения подобных случаев в будущем. Французский президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности, где обсуждалась не только реакция на этот инцидент, но и возможное усиление контроля за подводной активностью у европейских берегов. Военные аналитики отмечают, что эта ситуация стала одной из самых обсуждаемых в Атлантике за последние годы. Следующая новость добавляет огня в ту общую картину происходящего. Китай снова удивляет рынки, на этот раз массовыми закупками серебра. Многие аналитики говорят, что сигнал тревоги для инвесторов в Германии и всей Европы. Китайские мышления все больше смещаются от золота к серебру. Металл дорожает за счет роста спроса из Поднебесной. В Китае серебро активно покупают предприятия из индустриальных секторов. Электроника, солнечная энергетика, медицина. Эти отрасли нуждаются в металлах с высокой проводностью. На фоне китайского ажиотажа цена серебра уже показывает устойчивый рост. Инвесторы рассматривают его как промышленное золото, металл, который используется в технологиях будущего. При этом в Европе многие инвесторы обращают внимание, если Китай скупает белое золото, запаса может не хватить. Как это скажется на Германии? В первую очередь, рост цен на серебро увеличит себестоимость компонентов для электроники, возобновляемых источников энергии и медицинской техники. Те, кто уже владеет серебром, они выигрывают. Остальным может быть сложнее. Если тенденция продолжится, мировые цепочки поставок окажутся под дополнительным давлением, а европейские рынки зависимы от решений, которые принимаются там, где металл добывают и масштабно покупают. Сейчас Китай задает тон рынку, и Германия не исключение в этой динамике. Следите за ценами, следите за трендами, будущее может быть ближе, чем кажется. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Ситуация в России. В сентябре морской экспорт нефтепродуктов из России сократился на 17,1% по сравнению с августом. Основная причина – перебой на нефтеперерабатывающих заводах после повреждений, вызванных атаками беспилотников. Экспорт через порты Балтики, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Лука снизились на 15,4% до 4,36 миллионов тонн. Черноморские и Азовские порты показали более резкое падение, минус 23,2% до 2,52 миллиона тонн. Порты в Арктике и Архангельске, Мурманске, наоборот, увеличили экспорт на 1,8% до 30 200 тонн.
Порты Дальнего Востока сократили поставки на 1,5% до 661 300 тонн. Таким образом, аналитики отмечают, что эти цифры отражают серьезные проблемы в российской топливной отрасли. Удары по заводам привели к снижению производства, а восстановить объемы поставок пока сложно. Для мирового рынка это сигнал. Российские экспортные поставки топлива демонстрируют нестабильность и цены могут оставаться волатильными. Сентябрь стал тем месяцем сокращения поставок и демонстрации уязвимости энергетической системы страны. А следующая новость может удивить даже тех, кто обычно относится к происходящему сдержанно. В последние месяцы наблюдается тревожная тенденция среди руководителей крупных компаний в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Все больше топ-менеджеров задумываются об уходе с должности, даже если у них нет более выгодных предложений. Согласно исследованию консалтинговой компании Korn Ferry, почти 40% руководителей в данный момент рассматривают возможность увольнения. Основной причиной – это высокий уровень стресса, давление на достижение бизнес-результатов и экономическая неопределенность. Эксперты предупреждают, если тенденция сохранится, компании могут столкнуться с дефицитом опытных управленцев и усилением конкуренции за квалифицированные кадры на международном рынке. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.